Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем узкую повязку крючком очень интересным простым узором. Пряжу использовала в 100 граммах 200 метров. Такая пряжа бирюзового цвета. Это детский акрил в 100 граммах 400 метров. Использовала крючки 4 и 2,5 миллиметра. Набрала крючком 4 миллиметра 8 воздушных петель. Последнюю петлю вытягиваю на 1,5 сантиметра примерно. И в основание вытягиваю еще 6 петель. Делаю 6 накидов и вытягиваю петлю. То есть всего вместе с вытянутой петлей у нас получается 7 петель. Набрала. Теперь провязываю эти все накиды вместе и закрепляю воздушной петлей. У нас получается такая имитация помпоновой пряжи. Снова набираю на крючок 8 воздушных петель. Последнюю петлю буду вытягивать. Снова вытягиваю петлю где-то на 1,5 сантиметра. И в основании вытягиваю еще 6 петель. То есть всего 7 петель у нас. Провяжу все накиды вместе и закреплю воздушной петлей. И так буду чередовать до тех пор, пока не провяжу длину чуть меньше обхвата головы. Я вязала где-то на 2-3 сантиметра меньше обхвата головы нужного. Снова вот сейчас набираю цепочку из 8 воздушных петель и снова сейчас буду вязать пышный столбик. А теперь обвязка. Обвязку решила делать другого цвета. Можно тем же цветом продолжать. Делаю 3 воздушные петли подъема. И теперь провяжу еще 3 столбика с накидом. Первый столбик с накидом. Второй столбик с накидом. Третий столбик с накидом. Всего у нас с петлями подъема получилось 4 столбика. Делаю 3 воздушные петли. В это же основание провяжу столбик с накидом. И далее по цепочке еще 3 столбика с накидом. Провязали после воздушных петель 4 столбика и теперь также продолжаем. Пропускаем вот этот пышный столбик, смотрим, чтобы цепочка у нас не перекручивалась. Делаю накид на крючок и в петлю в ближайшую провязываю столбик с накидом. Далее последовательно еще 3 столбика с накидом. Первый столбик, второй столбик и третий столбик. Провязали. Всего у нас получается 4 столбика. Теперь делаем 3 воздушные петли и еще 4 столбика. Первый столбик провязываю в это же основание. Остальные 3 столбика провяжу последовательно в петли цепочки. Первый столбик, второй столбик и третий столбик. Так вяжем всю цепочку до конца.
Так, я довязала до конца цепочку. И теперь мне надо скруглить полотно. Для этого в это же основание, в последний столбик, провяжу еще 5 столбиков с накидом, для того, чтобы закруглить полотно. Первый столбик, второй столбик с накидом, третий столбик с накидом, четвертый столбик с накидом и пятый столбик с накидом. И теперь можно продолжать на следующей стороне то же самое. То есть провязываем 4 столбика с накидом. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый столбик, провязали 4 столбика с накидом, 3 воздушные петли, первая, вторая, третья, и теперь еще 4 столбика с накидом. Первый столбик провязываем в это же основание, и следующие 3 столбика вяжем последовательно в петли цепочки. Первый, второй и третий столбик. То есть то же самое, что и на предыдущей стороне. То же самое. Вот так получается. Теперь пропускаем пышный столбик и вяжем снова 4 столбика с накидом. Первый, второй столбик с накидом, третий столбик с накидом, четвертый столбик с накидом, провязали 4 столбика с накидом, и далее продолжаем вязать эту сторону точно так же, как на предыдущей стороне. То есть 3 воздушные петли и далее 4 столбика с накидом. Так вяжем до конца. На другом конце я решила сделать петельку. То есть можно сделать несколько вариантов. Я набрала 5 воздушных петель и сейчас присоединю соединительным столбиком. Можно повязку просто сшить, то есть она будет просто одеваться. А можно сделать с пуговицей, чтобы можно было регулировать объем. Теперь обвяжу повязку по всему периметру столбиками без накида. В арку буду провязывать 2 столбика без накида. В каждый столбик с накидом предыдущего ряда буду провязывать по столбику без накида. Вот так у нас получается. И так вяжем по всему периметру. В столбике будем вязать по столбику без накида, а в арке из 3 воздушных петель предыдущего ряда буду провязывать по 2 столбика без накида. А теперь сделаю своей повязки зубчатый край. Вот так я уже обвязала. Вот уже красиво смотрится. Можно было и так оставить. Но я решила сделать еще один ряд обвязки. Для этого ввожу крючок в основание. Вытягиваю петлю. На крючке 2 петли. Оборачиваю их рабочей нитью. И провязываю вместе. Снова ввожу крючок, вытягиваю петлю, оборачиваю 2 петли рабочей нитью и провяжу их вместе. Снова ввожу крючок, вытягиваю нить, оборачиваю 2 петли рабочей нитью и провязываю их вместе. И так далее. Вот такой зубчатый край получается.
Вот такая повязка получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!